Бэйби бой, это двойной черный, и я рад, что ты здесь, мой друг дорогой. Игра Vigor показывает нам опасность выживания в виртуальной Норвегии, однако по данным исследований Норвегия считается одной из самых безопасных стран в мире. Сегодня мы познакомимся с этой страной из Скандинавии ближе и рассмотрим локации и места, которые существуют как в виртуальном, так и в реальном мире. Приятного просмотра! Let's fucking go! Я решил начать с ближайшего места к нам. Это граница НАТО и СССР. На карте Мирон вы можете побывать на территории, которая в настоящем времени выглядит очень схоже и является единственным регулярным автомобильным пунктом пропуска на российско-норвежской границе, который находится в населенном пункте под названием Стурскук. А вот со стороны СССР в игру добавили несуществующий пункт пропуска, но зато как масштабно он выглядит. Норвегия – огромная страна, и часто жители пользуются поездами как надежное средство сообщения между населенными пунктами. На карте мосты Брадалин есть мост с железной дорогой, а если быть корректным, то это виадук, который смоделирован с сооружением мостового типа под названием Руазон. Красоты гор Норвегии поражают каждого. В игре Vigor на карте Фильконтен мы можем увидеть реальную горную цепь, которая имеет то же самое название. На этой карте также есть норвежская лютеранская церковь, которая действительно была построена в Норвегии в 1912 году, но возвели ее китобои далеко от континента. И если быть точнее, на берегу острова Южная Георгия в Грютвикене. В 2013 она была официально передана Национальной церкви Англии. А еще церковь появлялась в одном эпизоде мультфильма «Делай ноги». На карте долина Грёнхем тоже есть небольшая церквушка, и она реально находится в Норвегии. Местность, где она расположена, очень напоминает деревню Гундваген, которая находится на берегу самого узкого и красивого морского залива Норвегии под названием Нерёйфьорд, где задолго до наших времен жили викинги. А разработчики игры, к сожалению, не стали заморачиваться и просто скопировали предыдущую церковь. В реале она выглядит немного иначе. Если ты хочешь вызвать противника на дуэль, в игре Vigor достаточно позвонить в телефон. И на каждой карте хватает телефонных будок для того, чтобы сделать звонок. В реальности тоже можно воспользоваться такими телефонными будками, только с появлением мобильной связи необходимость в них отпала. Поэтому не так давно их переделали под библиотеки, куда любой желающий может принести свою книгу, взять любую другую и спокойно почитать. Земля фьордов является одним из лучших мест для рыбалки во всей Европе. В игре Vigor на карте фабрика Фиския мы с вами видим множество рыбацких домиков, которые называются Рорбо. А этот кадр с Лофотенских островов очень похож на место, где есть закрытый выход с карты. А пока рыбаки уходят в дальние плавания, на суше Норвегии остаются маяки, которые обозначают опасные морские линии. На карте Анникен есть один, который немного напоминает маяк, находящийся на норвежском острове Ландегоде. Самая большая достопримечательность карты Кьерстен является плотина. Разработчики взяли за образец плотину Либби, которая находится в США, а верхнюю часть добавили из гидроэлектрической плотины Эдерзе, находящейся в Германии, которая была прорвана во время Второй мировой войны. Кстати, кто играл в самую первую часть Call of Duty, наверняка помнит миссию на той же самой дамбе. И на десерт я оставил любимую карту большинства игроков Vigor. Это батарея Драук. Эта карта почти полностью воспроизводит туристический мыс на востоке города Харстад в Норвегии. На Google картах вы можете сами найти это место, и если перевернуть на 90 градусов, вы убедитесь, насколько они схожи. Также, если увеличить, можно увидеть находящиеся в этом месте пушки со времен Второй мировой войны под названием Адольф Канонен. Это 406 мм сверхтяжелое береговое орудие. Оно сейчас является самой большой сухопутной пушкой в мире из ныне оставшихся в наличии.
Благодарю за просмотр, надеюсь, тебе было интересно. Желаю каждому хотя бы раз в жизни побывать в Норвегии. А если тебе понравилось это видео, то не забудь подписаться на канал Black Play и лайков не жалей.